Что будет, если поставить танк поверх танка и погрузиться под воду? Если упасть на союзника с высоты, смягчит ли это падение? Получится ли у легкого танка прокатить на себе грозного Мауса? Именно на эти вопросы мы и дадим вам ответы. Поэтому обязательно смотрите этот ролик до конца. Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить вот этих вот ребят за подписку на канал и вручить им по 250 голды. Если ты тоже хочешь попасть в следующий выпуск и получить немножко золота, то подписывайся и нажимай на колокольчик прямо сейчас. Ваша поддержка в виде 10 тысяч лайков автоматически выпускает следующий выпуск мифов. Поэтому после просмотра этого ролика не забудьте поднять палец вверх. Ну а теперь по традиции запрыгиваем в поезд Вотхаба и отправляемся в страну разрушителей. Ни в коем случае не переключайтесь. В первом эксперименте один из наших подписчиков спросил, что будет, если поставить танк поверх танка и погрузиться под воду. Танки просто потонут или тому, кто перевозил груз, засчитают -1. Мы отправились в рандом и попали на карту Мураванка. Нашли подходящий камень, с которого французская ЛТшка взобралась на пытывода. Фош медленно и аккуратно заехал в воду и начал тонуть первым. В боевом чате появилась следующая надпись. И вроде все хорошо и обычно, но через несколько секунд ЛТшка тоже утонула. И вот тут вот нас ждал неожиданный результат. Игра сообщила, что ЛТ потопил Фоша, хотя по логике должно быть наоборот. Ведь ЛТ умер позже, чем ПТСАУ. Как это правильно объяснить, я понятия не имею. Но если у вас есть идеи на этот счет, то милости прошу в комментарии под этим роликом. Тем более, что за самые залайканные мы выдаем по 1000 голды. Ну а пока вы думаете, что бы такого креативного написать, мы отправляемся во второй эксперимент. В центральном эксперименте мы решили продолжить тему с отключением урона от союзников. В этот раз мы проверим, что будет, если упасть на союзника с высоты. Смягчит ли он падение? Для эксперимента нам опять пришлось отправиться в рандом, где нас встретил замечательный перевал. Участниками опыта выступали Маус, а также 2 теста ЛТ, которых мы взяли в роли подушек безопасности. Поставив снизу моста ЛТшек, мы дали команду Маусу, что можно падать. Выглядит это довольно эпично. А если посмотреть в замедленном действии, то видно, что Маус потерял ХП не от ЛТ, а уже после того, как упал на землю. Таким образом, если после падения на союзный танк приземлиться на гусеницы, то ХП можно сохранить. Но давайте это перепроверим. В этот раз нам попалась карта Life Ox, а вместо Мауса прыжок Веры совершал дедушка из 7. Итак, давайте посмотрим. Элегантный прыжок, и да, у нас получилось. Семерка успешно приземлилась на гусли и полностью сохранила свою полоску здоровья. Поэтому, если вы захотите отступить с возвышенности, то обязательно прыгайте на союзников. Это увеличит ваши шансы на спасение. В последнем на сегодня эксперименте мы проверим что-то нереальное. Сможет ли легкий танк прокатить на себе грозного Мауса? Оказавшись на Оверлорде в кругу той же компании, как и в предыдущем эксперименте, мы начали проверять. Маус оседлал бедолагу на ЛТ, и движение началось. К сожалению, площади светляка оказалось недостаточно для того, чтобы Маус чувствовал себя комфортно. Ведь через пару метров мышонок десантировался на землю. Поэтому мы позвонили еще одному тесту ЛТ, и в этот раз они сработали сообща, тем самым увеличив площадь для Мауса. Загнав тяжи на ЛТшек, ребята стремительно начали движение, и без каких-либо проблем они смогли прокатить на себе Мауса. Признаюсь, что это было довольно сложно, но тем интереснее. В итоге мы смогли доказать, что покатать Мауса на легких танках это возможно. Если вы так же, как и я, удивлены, то незамедлительно нажмите на кнопку лайка. К сожалению, на этом у нас все. Если выпуск вам понравился, то вы сами знаете, что нужно делать. Свои идеи можно предлагать внизу в комментариях. А если по какой-то причине вам не хватило этого ролика, то можете глянуть наши прошлые выпуски, ведь там тоже много интересного. Ну а я всех благодарю за просмотр. Новые ролики выйдут совсем скоро. Пока!